Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Сегодня вместе испечем фальшивый сырник коровка. Раз фальшивый, значит без грамма сыра или творога. Но структура у него будет такая, словно мы будем использовать самый вкусный, дорогой сыр маскарпоне. Нежнее сырника я просто не пробовала, поэтому настоятельно рекомендую попробовать и вам. В описании под видео будет указано количество ингредиентов. Для начала я отделяю белки от желтков 4 яиц. Обязательно это нужно делать очень аккуратно, так чтобы желток не попал в белок, потому что впоследствии белки нам нужно будет взбивать до устойчивых пиков. В миске у меня мягкое сливочное масло, которое обязательно нужно достать из холодильника. Я его взбиваю до мягкого белого состояния, затем добавляю соль, сахарную пудру и ванильный сахар. И снова все аккуратно взбиваю до той поры, пока масса не станет пышной и воздушной. Далее я сюда добавляю 4 желтка и аккуратно снова взбиваю. Долго делать это не нужно, достаточно, чтобы продукты объединились. И обязательно нужно не забывать снимать вот так вот лопаткой со стенок все, чтобы все было равномерно. Муку я смешиваю с разрыхлителем и сразу всю просеиваю в масляную смесь. И затем аккуратно лопаткой замешиваю тесто. Именно лопаткой, руками мы сейчас вымешивать не будем, для того, чтобы тесто оставалось очень нежным и мягким. Если мы начнем вымешивать руками, то масло начнет таять и понадобится еще дополнительная порция муки. Уже в конце вымешивания я на стол добавляю совсем немножко муки, выкладываю сюда сразу все тесто и аккуратно, буквально за 2-3 минуты, вот так вот слегка обваливая, ну как бы даже я не скажу, что это замешиваю, просто обваливаю, чтобы тесто не прилипало к рукам. Посмотрите, какое нежное оно остается. Формирую из него колбаску и теперь буду условно делить его на 3 части и третью часть отделяю от 2 основных. Распластываю быстренько вот так вот в лепешечку тонкую, кладу в полиэтиленовый пакет и убираю в холодильник. Эта часть теста должна замерзнуть. И пока мы будем делать остальные приготовления, это произойдет очень быстро. Высокую форму для запекания я застилаю пергаментом. Бортики из пергамента должны очень сильно выступать над основной частью формы, потому что сырник будет активно расти и так, чтобы ему было куда. Далее я на пергаменте раскатываю большую часть теста, ту, которую мы не замораживаем. Аккуратно вот так вот стараюсь не особо касаться до дна руками, чтобы масло не таяло. Затем переношу пергамент в форму и уже по форме я формирую внутри формы бортики. Особое внимание нужно уделить стыку между дном и бортиками, так как там остаются утолщения, и тогда эта часть сырника может быть не очень вкусной. И уголки также точно я вот так вот все прохожу пальцами, чтобы максимально они были везде все одинаковые и тонкие. И затем я эту форму с основой ставлю в холодильник. Теперь я буду заниматься основой для сырника. Белки я выливаю в чашу миксера, добавляю щепотку соли, взбиваю до крепкой пены, где-то 3-4 минуты. Затем всыпаю ванильный сахар и сахар, но не всем сразу количеством, а за 3-4 приема, где-то по 4-5 столовых ложек. Взбиваю около 10 минут до устойчивых пиков. Обратите внимание, какая должна быть консистенция. Белок не должен спадать с ложки. И теперь я буду в эту массу добавлять сметану. Сметана у меня совершенно обычная, магазинная, 20% жирности. Можно даже брать и 15, ничего страшного. И теперь тоже в несколько приемов по 2-3 столовые ложки я добавляю сметану в белковую смесь и взбиваю. Но на низких оборотах и где-то секунд по 20 достаточно просто, чтобы масса объединилась. И теперь нам понадобится вот такой вот пудинг. У меня доктор Откер. Это не реклама, просто действительно хороший пудинг. Я его использую. И кукурузный крахмал. Обязательно кукурузный, потому что картофельный все-таки не такая нежная будет консистенция. Все это я всыпаю, пудинг и крахмал. И снова на низких оборотах секунд 30 перемешиваю. Далее приблизительно третью часть этой смеси я выливаю в другую миску, добавляю какао и перемешиваю. Это будет у нас шоколадная часть, которая понадобится нам для формирования сырника.
Теперь я эту шоколадную массу выкладываю в кондитерский мешок, завязываю плотно и делаю буквально небольшой надрез, такой, чтобы там был диаметр совсем-совсем маленький. Достаю песочную форму из холодильника, выливаю всю светлую часть ванильную и разравниваю лопаткой. И потом, держа вертикально кондитерский мешок по отношению к сырнику, я делаю, отсаживаю шоколадное тесто так, словно как будто бы вот уколы делаю в основной массе. Благодаря тому, что шоколадная часть тяжелее ванильной, она будет оседать на дно и формировать причудливый красивый узор у сырника. Достаю замороженное тесто из холодильника и быстро натираю его на крупной терке. Делать нужно очень быстро, чтобы оно не растаяло от тепла рук, иначе оно возьмется все одним комком, а нам нужно красиво все распределить сверху сырной массы. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов, выпекается сырник 50 минут. Передерживать в духовке его не нужно, иначе он будет не такой нежный. Посмотрите, насколько он вырос, он стал пышный, даже вот потрескался сверху, но ничего страшного, в процессе охлаждения он осядет и трещин этих видно не будет. Вот посмотрите, как он выглядит уже остывшим. Ему нужно полностью охладиться при комнатной температуре, а потом желательно поставить его на 12 часов в холодильник, чтобы его структура вызрела и стабилизировалась. Только после этого желательно уже разрезать порционно. И тогда сырник будет неимоверно нежный, вкусный. Я уверена, что вы такого еще не пробовали. Обязательно испеките, напишите свои отзывы в комментариях. Мне очень интересно, понравится ли он вам, потому что все мои домашние знакомые, которые пробуют, они просто в восторге. А когда они еще узнают, что этот сырник без маскарпоне и вообще без творога, они очень удивляются. Надеюсь, видео было вам полезным. Если так, поставьте, пожалуйста, лайк, поддержите это видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты, и смотрите другие мои видео. Всем желаю мира и добра. Пока!